Всем привет! Сейчас, секунду. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля, и моя любимая социальная сеть — это Reddit. Там я подписана на subreddit про программирование. И поскольку мне нравится суть вещей и познавать все до самых истоков, я добралась до вот этого поста, который был сделан 10 лет назад об одной игре. Пост звучит так. Мой друг создает крутейшую игру, которая называется Terminus. Она создается, чтобы помочь людям изучить и понять, как пользоваться терминалом, то есть командной строкой. Подумал, что кому-то это может быть интересно. Да, это действительно было мне очень интересно. Большое спасибо, незнакомец из далекого прошлого. Это игра в жанре очаровательного фэнтези. Скажу сразу, что я узнала, что эту игру сделала девушка, поэтому это не его друг сделал игру, а его подруга. Это не может не радовать, потому что я думаю, что если эта девушка смогла сделать такую классную игру 10 лет назад, то у меня сейчас получится сделать примерно что угодно. Моя сестра сказала мне, что эта игра читается, и арт в ней выглядит так, что похоже, будто бы ее сделала я. Думаю, я с ней согласна. Я не хочу присваивать себе ничьи заслуги, но мне тоже кажется, что эта игра по вайбу похожа на меня. Стилистика игры очень милая из-за Стилистика игры очень милая, и из-за пиксель-арта складывается чрезвычайно уютное впечатление. Если игра такой поначалу не кажется, то на самом деле у нее есть полноценная концовка. Нужно прийти к картинке, на которой написано The End. Это головоломка. Головоломка игры заключается в том, что вам нужно прийти к концовке, и вы не знаете, каким образом к ней прийти. Логично. Вы ходите по разным локациям, исследуете разные предметы, взаимодействуете с героями, выясняете, каким образом попадать в другие локации, выяснять, как что-то, например, мост надо починить, как починить мост, как куда-то попасть, и все это, чтобы прийти к картинке The End. Сразу скажу, что игра на английском языке, но написано довольно интересно, не загружено и достаточно просто. Если вы изучаете программирование или хотите программировать, или уже знаете программирование, то играть в эту игру вам будет очень легко, потому что команды, которые используются в этой игре, это команды из командной строки, из терминала, которые вы уже знаете. Я буду рассказывать об игре без спойлеров, чтобы у вас была возможность пройти эту игру самостоятельно и чтобы вам было интересно. При этом я собираюсь рассказать добрую долю сути игры. Когда вы появляетесь в игре, когда вы заходите туда первый раз, вы находитесь в комнате, которая называется Дом. Оттуда вы можете перейти всего в 2 локации, и вы можете использовать всего 3 команды. Осмотреться, перейти в другую локацию и исследовать. Вы можете исследовать предмет, либо каких-то персонажей, еще что-то. Эта же команда называется повзаимодействовать с чем-то или кем-то. Изначально вы находитесь в локации, которая называется Дом. Постепенно вы будете находить новые локации, такие как волшебный лес, магическая академия, пещера, городская площадь, библиотека, самые прикольные, школа волшебства и магии, и еще разные локации, всякие поля и все такое. Вы также будете встречать очень прикольных персонажей. Опять же, из-за того, что это просто самый милый... Ну нет, это не самый милый пиксель-арт, который я видела, но мне очень нравится стилистика, мне очень нравятся цвета, которые выбраны, и в целом все выглядит очень уютно и производит такое теплое впечатление, очень приятно играть в эту игру. А вы встретите персонажа, который... У него нету имени, но вернее вам не удастся узнать его имя, потому что он убежит, и это торопящийся студент. Hello. Это, блин, не знаю, мне очень нравится, как он выглядит, это очень-очень миленькая фасолинка. Еще один персонаж, который мне очень понравился, это злобный волшебник. Но он не злобный. Вы также встретите пони, который сначала даст на нем покататься, но потом сбросит вас и будет загадочно смотреть в направлении, в которое вам нужно будет идти. Пони выглядит очень мило. Также можно разговаривать с жителями, которые находятся на городской площади, с ними взаимодействовать. Сразу вам скажу, что для того, чтобы попасть в портал, вам понадобится сдвинуть камень, который вы можете сдвинуть только с помощью заклинания Move. Этому заклинанию вас научит волшебник в волшебной академии. Там есть такой момент, когда вы заходите в пещеру, если вы пойдете в неправильном направлении, я не скажу вам, какое направление правильное, если вы пойдете в неправильном направлении, то вы никуда не придете, и там будет картинка Dead End, и вам придется вернуться. В целом, на прохождение этой игры уйдет у вас мало времени, потому что я ее проходила каждый вечер после работы, по чуть-чуть, сколько мне там хотелось, и я ее закончила уже в четверг. Но опять же, тут все зависит от уровня вашего английского языка, насколько вам комфортно и быстро вы можете читать и воспринимать текст. Но в целом, я думаю, игра займет где-то часа полтора-два, опять же, в зависимости еще от того, насколько сильно вы хотите исследовать сам мир и насколько вы хотите углубиться
там, в персонажах, понять, насколько много есть предметов, с которыми вы можете взаимодействовать в каждой локации, куда вы хотите прийти и вообще, что вы делаете. Но я думаю, где-то часа 2 на прохождение уйдет. В целом, я даже особо не знаю, что еще сказать, но мне очень понравилась эта игра, и она супер, как бы, не популярная, но она очень старая, и я не видела на ютубе, чтобы о ней кто-то говорил, тем более на русскоязычном ютубе. Я вообще нашла ее совершенно случайно. Если вы наберете в поиске The Terminus, то вы даже не сразу найдете эту игру, потому что есть вообще это слово такое, куча чего это значит. Есть разные фирмы, есть какие-то компании, которые так называются, есть другая какая-то компьютерная игра про зомби, которая так называется. Но если вы наберете Terminus, то в конце концов вы найдете ссылку. Вот. Но опять же, здесь у меня запись с телефона, но с телефона у меня поиграть не получилось, я вас предупреждаю. Может быть, у меня что-то с телефоном, не знаю, зайдите, попробуйте, вдруг у вас получится поиграть. Поскольку эта игра является обучением для работы с консолью, с командной строкой, то все команды там, ну не все команды там, но суть этой игры очень похожа на работу с консолью. То есть, если вы набираете CD, то таким образом вы перемещаетесь между локациями. Это как и в командной строке, вы бы перемещались между файлами, между папками. Пишите в комментариях, хотели бы ли вы, чтобы я сняла прохождение этой игры, потому что, может быть, не все могут поиграть в нее, не все хотят, но кто-то бы хотел посмотреть прохождение, потому что я, например, пыталась играть в эту игру в метро с телефона, но с телефона у меня играть не получалось в нее, с браузера в моем телефоне, а с компьютера проблем никаких не было. Поэтому, может быть, если у вас такое, у вас нет компьютера, вы хотели бы посмотреть, как я прохожу эту игру, то я могла бы, наверное, снять такое видео, если бы кому-то это было интересно. Меня эта игра очень сильно вдохновила на то, чтобы создать свою собственную подобную игру, и я думаю, что это достаточно просто, потому что я посмотрела на код страницы, и, судя по всему, эта игра сделана просто на HTML, CSS и JavaScript. Если вы были раньше, видели какие-то мои видео, то вы знаете то, что HTML, CSS и JavaScript — это то, что я люблю. Думаю, сделать такую игру было бы достаточно просто. Может быть, мое видео, а также эта классная игра The Terminus, нет, она просто Terminus, вдохновит вас попробовать сделать свою подобную игру, и мы могли бы устроить баттл текстовых игр с пиксель-артом или что-то такое. Давайте все сделаем текстовые игры и будем в них играть. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующую субботу. Всем пока. Я решила сделать рейтинг артов, которые есть в этой игре. Самое крутое — это пони, потом волшебник, потом... нет, самое первое — фасоль, студент, потом пони, потом волшебник, потом все остальное. Всем спасибо, всем пока. Камера сейчас выключится.